Всем привет! Посмотрите внимательно на эти фразовые глаголы. Знаете ли вы их значение? Если нет, наверное, поэтому вам непонятно, что говорит носитель, потому что мы регулярно используем фразовые глаголы. И дело в том, что они имеют такие скрытые значения. То есть вы видите слова, которые вам известны, например, call– это звонить, off– это выключить, но call off совсем не звонить выключить. Или bring– это принести, up– это вверх, bring up– принести вверх не совсем. Они имеют очень такие переносные значения. И я хочу сегодня с вами рассмотреть 10 очень важных фразовых глаголов, которые мы регулярно используем. Если вы готовы, поставьте лайк, подписывайтесь, и мы начинаем. Let's get started. Начнем с bring up. Bring up имеет два значения. The first – это упомянуть, то есть поднять какую-то тему, или второй – воспитывать. Оба значения очень важны, мы регулярно их используем. Например, в контексте. In context, никогда не заговаривайте за ужином о политике. Never bring up politics at dinner. То есть нельзя поднимать политическую тему за ужином. Never bring up politics at dinner. Или, пожалуйста, не упоминай его бывшую девушку. Please don't bring up his ex-girlfriend. Don't bring up his ex-girlfriend. То есть, we can say, bring up a topic. Например, у вас на работе есть у вас совещание, и вы хотите поднимать какую-то тему. I'd say, I'd like to bring up this topic. I'd like to bring up, поднимать эту тему. Это переносное значение. А второе, это у нас воспитывать. Когда мы хотим сказать, что меня воспитывали, или мама, папа меня воспитывали и так далее. For example, меня воспитывали в строгой семье. Да, я вырос в очень строгой семье. Would say, I was brought up in a strict household. Или a strict family. Household по факту означает family. Нет отличия между этими словами. So, I was brought up in a strict household. Почему brought? Потому что у нас тут пассивный залог. I was brought up in a strict household family. Или ее воспитывала тетя. She was brought up by her aunt. She was brought up. В этих случаях нам нужна пассивный залог. Okay? То есть bring up, упомянуть или воспитывать in different contexts. Вопрос к вам. Кто тебе воспитывал? Пишите ваш вариант в комментарии. I was brought up by. Очень важно для практики. The next phrasal verb, cut back on, что означает сократить потребление чего-либо. Например, я хочу сократить потребление сахара или потребление кофеина. В таких случаях мы скажем I'm trying to cut back on caffeine. I'm trying to cut back on. Я стараюсь сократить потребление кофеина. Или компания решила, или им пришлось сократить расходы из-за кризиса или из-за пандемии, как у нас была. Would say the company had to cut back on spending. Cut back on означает сократить потребление или чего-либо, in general. The third phrasal verb, drop by. Drop by просто означает заскочить или заглянуть, то есть прийти куда-то на короткое время, ненадолго. Например, на работе коллег заглянула ко мне в офис поздороваться. We could say, she dropped by my office to say hi. Или я говорю с другом, и ему говорил, могу ли я заглянуть сегодня вечером? Могу ли я прийти ненадолго сегодня вечером? We could say, can I drop by later this evening? Drop by – заскочить или заглянуть. The next phrasal verb, put off. Да, вам нужно это знать. Откладывать. Многим нравится откладывать на потом. Изучение английского на потом. Все на потом. Откладывать. Например, не откладывай домашнюю работу до последнего. Don't put off your homework until the last minute. Или она снова отложила визит к врачу, что не очень хорошо. She put off the doctor's appointment again. To put off означает откладывать на
потом. The next, run into someone. Run – это бежать. Into уже понятно, движение куда-то. Означает случайно встретить кого-то. Например, я вчера гулял и случайно встретил своего старого соседа. I could say, I ran into my old neighbor yesterday. Или я был на концерте, и я там увидел человека, который я очень давно не видел. И говорю жене, угадай, кого я встретил на концерте. I'd say, guess who I ran into at the concert. Run into означает случайно встретить кого-то. The next, let's see, call off. Уже видели put off, что означает откладывать на потом, а call off уже означает отменить что-то. Например, игра была отменена из-за дождя. Would say the game was called off due to the rain. The game was called off, еще пассивный залог, была отменена. The game was called off due to the rain. И, кстати, due to очень популярное выражение, мы довольно часто используем, означает из-за чего-то. Например, из-за пробки я опоздал на работу. I was late today due to the traffic jam. Или из-за погоды мы никуда не пойдем. We won't go anywhere today due to the weather. Due to означает из-за чего-то. Просто заменяет слово because of. Второй пример. Они отменили встречу в последнюю минуту. Очень неприятно, когда так поступают. They called off the meeting at the last minute. At the last minute, в последнюю минуту. They called off. Call off – это отменить. Put off – это откладывать на потом. Let's go on. The next, come up with. Мы регулярно используем это придумать. Придумать решение, придумать идеи. For example, она придумала отличную идею для проекта. She came up with an excellent idea for the project. Или ты можешь придумать или предложить решение этой проблемы. Начальник может тебя спросить, can you come up with a solution to this problem? Come up with, как бы вы подняли это решение, something like that. To come up with something означает придумать довольно часто с смыслом решения. Или идея, or an idea. Come up with an idea or a solution to a problem. Usually in these cases. Восьмой. Put up with. Да, put это положить, up это вверх. Вы заметили, что они совсем имеют переносные значения. Put up with означает терпеть или мириться с чем-то. Когда вы решили, что ладно, я не буду бороться с этим, we can say put up with that. Например, в контексте «я не понимаю, как она терпит его ужасное поведение». Например, сосед очень себя плохо ведет, и его девушка все это терпит. Я не понимаю, как она это делает. We can say I don't know how she puts up with his behavior. Или он мирится с большим количеством стресса на работе. He puts up with a lot of stress at work. To put up with something означает терпеть. Мириться с чем-то. The ninth, turn down. Turn down имеет два значения, и оба очень важны. The first – это отклонить, обычно предложение на работу, или уменьшать громкость. Например, они отклонили его предложение о повышении. They turned down his offer for promotion. Или я слушаю музыку очень громко, сосед может мне сказать, пожалуйста, уменьшите громкость слишком громко. Он скажет, please turn down the volume, it's too loud. То есть turn down an offer – это отклонить предложение. Turn down the volume – это убавить громкость. One more for today – take after, что означает быть похожим. Обычно речь идет об характере или внешности. For example, она похожа на свою мать и внешностью, и характером. Would say she takes after
her mother in both looks and personality. Например, я на папу похож. Would say, I take after my dad. А вы на кого похожи? Who do you take after? Напишите ваш вариант в комментарии. Таким образом, I take after my granny, I take after my uncle, I take after my дедушка. Пишите ваши варианты, your sentences in the comment section для практики. Уже видели 10 фразовых глаголов, которые мы регулярно используем. Мы уже видели bring up, поднять тему или воспитывать ребенка, cut back on, сократить потребление чего-то или расходы, drop by, заскочить или заглянуть на короткое время, put off, откладывать на потом, run into – это случайно встретить кого-то, call off – отменить встречу или come up with – это уже придумать идею, придумать решение, put up with – это мириться с чем-то или терпеть. Turn down – это отклонить, сказать нет или убавить громкость. А take after – быть похожим на кого-то. И хотел бы знать, какие из этих фразовых глаголов были новыми для вас. Пишите в комментарии. И если вы сейчас активно изучаете английский, вы хотите улучшить свой разговорный английский, мой телеграм-канал именно для вас. Там очень много полезного. То, что нет у нас тут на YouTube, есть у меня в телеграм-канале. Ссылка будет в описании. In the description. Если урок был вам полезен, пожалуйста, поставьте лайк, отправьте другу, пишите в комментарии. Это сильно помогает каналу. Talk to you soon. Bye for now.